Привет! Сейчас мы будем вязать вот такую куклу. Ее зовут Виолетта. Для этого вам понадобится пряжа. У меня вот такая пряжа фирмы Ariadna, но вы также можете использовать пряжу Iris любой фирмы. Если вам трудно вязать такой тонкой ниткой, можете взять пряжу потолще, но тогда и кукла у вас получится немного больше. Если вы будете вязать ирисом, у вас будет кукла ростом 15 сантиметров. Я вязала крючком 1,25 мм, а также вам понадобятся ножницы, медная проволока толщиной 1,5 мм, синтепоновый наполнитель, тонкая нить контрастного цвета, игла, белая изолента, плоскогубцы и тонкая деревянная палочка для наполнения синтепоном. Я ее вытащила из такого коврика для суши. Еще вам понадобится пуговичка диаметром немного больше диаметра шеи куклы. А также вы можете вышить лицо мулине и сделать из него волосы. На маленькую куклу вам понадобится 5 мотков мулине. Для видео я буду вязать толстыми нитками, чтобы вам было лучше видно. Это пряжа джинс от Yarnart, и я взяла крючок 2,5 мм. Вы можете выбрать для своей куклы любую пряжу, какой вам будет удобно вязать. Но тогда выбирайте номер крючка немного меньше размером, чем номер крючка, который написан на упаковке пряжи. Тогда ваше вязание будет плотным и между столбиками не будут видны дырочки. Начинаем вязать руки. Оставляем длинный хвостик, чтобы потом им можно было вывязать пальцы. И первый ряд 9 воздушных петель. Вводим крючок справа налево, поворачиваем против часовой стрелки, захватываем нить, вытягиваем и затягиваем узелок. Дальше вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Во втором ряду я вяжу 9 столбиков без накида по кругу. То есть первый столбик без накида я буду вязать в первую воздушную петлю. Провязала 9 столбиков, и дальше я буду отмечать начало ряда контрастной нитью. В третьем ряду я делаю одну убавку и 7 столбиков без накида. Так как я вяжу изнанкой наружу, убавку я буду делать за задние стенки. Сначала захватываю вторую заднюю стенку, потом первую заднюю стенку петли. Захватываю нить от клубка, вытягиваю нить и провязываю столбик. Таким образом я делаю убавки всегда, когда вяжу по кругу изнанкой наружу. И мне осталось провязать еще 7 столбиков без накида. И я ввожу крючок уже за обе полупетли. Провязала третий ряд и перекладываю свою контрастную нить на рабочую нить. В четвертом ряду я вяжу одну убавку, 2 столбика без накида, снова одну убавку и 2 столбика без накида.
Снова перекладываю нить. И с 5 по 8 ряд вяжу по 6 столбиков без накида. То есть в каждую петлю я вяжу по одному столбику без накида. Провязала, и дальше в 9 ряду я буду вязать одну прибавку. Прибавку я делаю, просто провязывая 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 2 столбика без накида. Снова одна прибавка. И 2 столбика без накида. Дальше с 10 по 14 ряд я буду вязать по 8 столбиков без накида. Провязала. Дальше в 15 ряду я вяжу тоже 8 столбиков без накида. Провязала. И мне нужно еще сделать один дополнительный столбик без накида. Я делаю его в первую петлю. И моя метка сдвигается. А вторая петля теперь будет первой. В 16 ряду я делаю одну убавку. Три столбика без накида. Одну прибавку. И 2 столбика без накида. В следующем 17 ряду я вяжу 8 столбиков без накида. Провязала. И в 18 ряду я делаю одну прибавку. 3 столбика без накида. Одну убавку. И 2 столбика без накида. И дальше с 19 по 29 ряд я буду вязать по 8 столбиков без накида. Я уже провязала 29 ряд. И теперь нить можно вытянуть и обрезать. Контрастную нить тоже можно вытянуть. Теперь вставляем хвостик в иглу, делаем 2 узелка. Прячем нить внутри. И обрезаем. И теперь таким же образом вяжем вторую руку. Я уже связала вторую руку. И теперь буду делать сначала правую руку, потом левую. Вот это будет правая рука. Пальцы будут с этой стороны. Сначала я вяжу указательный палец. Ввожу крючок в первую петлю от хвостика. Вытягиваю нить. Делаю 4 воздушные петли. И теперь по цепочке 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Четвертый столбик я делаю в петлю, откуда вытягивала нить. Дальше делаю соединительный столбик в следующую петлю вправо. И буду вязать средний палец. Делаю 4 воздушные петли
Дальше 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Четвертый столбик делаю в петлю, откуда вытягивала нить. Дальше ввожу крючок в следующую петлю вправо, делаю соединительный столбик и буду вязать безымянный палец. Снова делаю 4 воздушные петли и 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Последний соединительный столбик делаю в петлю, откуда начинала вязать цепочку. Дальше делаю соединительный столбик в следующую петлю вправо и буду вязать мизинец. Для него делаю 3 воздушные петли и 3 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Последний соединительный столбик делаю в петлю, откуда начинала вязать мизинец. Вытягиваю нить. У меня получилось 4 пальчика. Дальше нить вставляю в иглу, ввожу иглу в место, где начинала вязать мизинец. И теперь сшиваю это отверстие. Сшила, дальше ввожу иглу вовнутрь, а вывожу во втором ряду сбоку. Это первый ряд, откуда я вязала пальцы, это второй, и вот отсюда я вывожу иглу. Вытягиваю нить, забираю иглу, беру крючок и вставляю в петлю в третьем ряду сбоку. Захватываю эту нить и вытаскиваю петлю. Теперь делаю 5 воздушных петель и 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Вытягиваю нить, вставляю снова в иглу, ввожу иглу в то место, где начинала вязать палец, вывожу в следующей петле и цепляю иглой палец где-то посередине. Возвращаюсь иглой обратно, вывожу иглу в этом месте. И все, нить можно закрепить и обрезать. У нас получилась правая рука. Левую руку делаем аналогично, только крючок вводим не в эту петлю, а в эту петлю. С другой стороны от хвостика. Вытягиваю нить и вяжу указательный палец. 4 воздушные петли, 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Дальше делаю соединительный столбик в следующую петлю влево и вяжу средний палец, 4 воздушные петли и 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка.
Дальше ввожу крючок в следующую петлю влево, делаю соединительный столбик и вяжу безымянный палец. Делаю 4 воздушные петли, 4 соединительных столбика, и дальше ввожу крючок в следующую петлю влево, делаю соединительный столбик и вяжу мизинец. 3 воздушные петли и 3 соединительных столбика. Вытягиваю нить, вставляю в иглу, ввожу иглу в место, где начинала вязать мизинец, и сшиваю это отверстие. Дальше вывожу иглу во втором ряду сбоку, первый ряд, откуда я вязала пальцы, второй ряд, забираю иглу, ввожу крючок в петлю в третьем ряду, сбоку, со стороны ладошки, а вывожу крючок там, где этот хвостик, и вытягиваю петлю. Дальше вяжу большой палец, делаю 5 воздушных петель и 4 соединительных столбика во вторую петлю от крючка. Вытягиваю нить, вставляю ее в иглу, дальше вставляю иглу в ту петлю, откуда начинала вязать большой палец, а вывожу иглу во втором ряду ближе к ладошке. Цепляю иглой середину пальца и возвращаюсь обратно. Дальше вывожу иглу вот здесь. Закрепляю нить узлом и обрезаю. Вот такие ручки у меня получились. Пишите в комментариях, понравился ли вам мастер-класс. И если да, то ставьте пальцы вверх. Встретимся в следующем видео. Пока!